Вначале было Слово, Слово было к Богу, и Слово было Бог. Мир создан Богом Словом, посредством произнесения особых божественных слов. Онтологически они представляют собой троический свет, приводящийся из состояния вечного покоя в состояние творческого действия. Суть данного процесса отображает звездица. Когда лучи сложены, творение еще не явлено. Когда Бог произносит «да будет свет», звездица раскрывает свои крылья, и получается свет первого бесконечного дня. Онтологически этот свет и является произнесенным словом Бог. Если рассмотреть первое слово с точки зрения структуры троического света, то мы получим крещатый нимб. Невечерний свет первого дня творения является плоскостью, на которой возводится вся Вселенная. Эта плоскость есть фундамент мироздания. Поэтому архитектура Вселенной повторяет в себе структуру первого дня творения. Поэтому во всем мироздании прослеживаются очертания Бога. В изначальной плоскости троического света сосредоточены все основные законы мироустройства. Здесь вся сила, здесь вечность переходит в состояние времени. Здесь рождаются числа, золотое сечение, круговая черта, квадрат, понятие площади и многое другое. В том числе и энергия благодати или божественной любви. Этот важнейший вопрос нам предстоит рассмотреть самым внимательным образом. Но это потом уже. А сейчас запомним, что на уровне начал природа Вселенной представляет собой программу, состоящую из особых троических слов. То есть, по сути, из языка программирования. С каждым новым днем творения этот код видоизменяется, усложняется, но суть остается той же. Мироздание – это программа, написанная на языке троического кода. Поэтому, когда к седьмому дню вся Вселенная была полностью создана, она представляла собой книгу. «И благослови Бог день седьмый, и освети его, яко в той почи от всех дел своих, я же начат Бог творите. Сия книга бытия небесей и земли, и когда быть вон же день сотвори Господь Бог небо и землю». Следующий принцип, который нам нужно постоянно держать в голове, это принцип животворящего креста, символьной моделью которого является звездица. Мироздание создается и существует посредством крестообразного разделения и последующего соединения троического света. В начале каждого дня творения звездица раскрывает свои крылья, и троический свет раздробляется. Далее крылья складываются, и свет собирается в какое-либо новое состояние. Итого получается 6 основных шагов звездицы. В седьмой день творческая сила передается человеку. Итогом седьмого дня является мессианское царство. Вся история человечества до наступающей точки преполовения – это только первый полушаг звездицы седьмого дня. После преполовения звездица совершит второй, завершающий полушаг. Вот тогда седьмой день будет собран целиком. Седьмой день является переходящим в восьмой. Вселенная седьмого дня соединяется со Вселенной восьмого. Другими словами, в седьмой день невеста Христова осуществляет брак со своим небесным женихом, находящимся в области вечного восьмого дня.
который одновременно находится на уровне первого дня. В каждый день творения Бог создает по-своему самодостаточный мир, а не просто какую-то часть от общего мироздания. Само мироздание, созданное за 6 дней, состоит из 6 основных миров или вселенных. И в каждой вселенной присутствует своя крестообразная структура, являющаяся каркасом данного мира. Именно со структуры креста начинается описание процесса сотворения мира в первой главе книги «Бытия». Вначале Бог сотворил небо и землю. Проводим вертикаль. Земля же была безвидна и пуста, то есть не имела ни формы, ни содержания, ни ширины, ни глубины. Представляла из себя ничто. Далее, и тьма над бездною, то есть мы переходим к описанию земной вертикали. И видим, что земля также не имела ничего ни вверху, ни внизу. Тьма над бездною. И далее Дух Божий носится над водою. То есть речь идет о горизонтали. И этой горизонталью заканчивается описание состояния мира до явления света. Таким образом, с самых первых слов в Библии, в Священном Писании, мы видим структуру креста. Она лежит в основе всех священных текстов Библии, особенно пророческих. Поэтому образ креста, эту невидимую структуру, мы должны постоянно держать в своем уме. Только так мы сможем собрать в целое всю картинку Вселенной. В каждый день творения Бог создает отдельные виды крестообразных структур, имеющие специфические вертикали и горизонтали, глубины и широты, формы и содержание, светы и тьмы. Данные явления измеряются метрическими категориями только во Вселенной четвертого дня творения, в видимом мире. В предыдущих же мирах все эти вещи имеют совершенно иную природу. В предыдущих мирах широты и высоты измеряются не в километрах или милях, а в количестве делений троического света или в количестве шагов звездицы. Именно этими измерениями невидимого мира обусловлены все законы бытия мира видимого, то есть законы физики, в частности. Поэтому с Божьей помощью нам предстоит потом измерить как минимум 4 Солнца, 4 Луны, 4 высоты, 4 глубины, ну и так далее. Создавая Вселенную, Творец вкладывает в нее принципы своего собственного бытия. По сути, творение является духовно-символьным автопортретом Бога. Поэтому, если мы сложим все пазлы мироустройства, то у нас получится образ Пресвятой Троицы, явленный в Бога-человеке Иисусе Христе. Принцип образа и подобия заключается в творческой интерпретации образа Бога. Шаг за шагом, с каждым днем творения, образ Бога становится как бы технически сложнее и более удаленней от оригинала. Происходит как бы пошаговая абстрактизация изначального образа.
И если в первый день творения картина создается из лучей преломленного троического света, из высших ангельских сил, то во второй день творения образ Бога складывается из мозаики духовных зверей и птиц, тех, что описываются в книге Еноха. В третий же день творения образ Бога живописуется уже посредством особых растений и даже насекомых, вероятнее всего. Ну и так далее. Образ Бога также составляется из птиц и рыб, из животных, из всего, что есть в мироздании, и в конце концов из человека. В целом получается следующая картина. В каждый день творения образ Бога пишется не с оригинала, а с предыдущей картины. В конечном итоге создается человек. По своей природе он настолько далеко стоит от оригинального портрета Бога, сотканного из троического света, что на первый взгляд кажется, что между нами и Богом нет ничего общего. Однако, если мы шаг за шагом проследим все 6 интерпретаций образов Бога, то тогда поймем, что в человеке все дни творения соединяются в целостную картину Творца по принципу подобия. Поэтому человек является образом и подобием Бога. Данный принцип подобия лежит в основе мироустройства. Любое явление имеет как минимум 7 подобий или 7 творческих интерпретаций. Допустим, существует 7 видов света. Каждый подобен друг другу по значению. Однако один вид света может быть видимым, а другой относится к невидимому миру. И по природе это совершенно разные явления. Солнечный свет является лишь иллюстрацией троического света. Также обстоят дела и с человеческой биологической природой. По своим свойствам она бесконечно отделена от природы божественного света. Бог по своей внешней природе является бесплотным нетварным духом. У него нет биологического тела, но у него есть особые нетварные энергии, называемые троическим светом. Эти энергии являются подобием наших рук и ног. Поэтому руки человека являются символом действия, а ноги – движения. Троический свет сочетает в себе оба этих свойства. Он одновременно является и творческой энергией Бога, и движительной силой жизни, приводящей из небытия в бытие как саму Вселенную, так и всех живых существ. Таким образом, принцип подобия прослеживается во всех деталях мироздания. Наш удивительный Бог посредством своей премудрости творчески интерпретирует одно явление в другое. В целом, творение представляет собой многоэтажный храм, состоящий из нескольких этажей, каждый из которых является днем творения. И вот вся эта многоэтажная архитектура собирается в храм 7-го дня. Ну а первым днем творения является фундамент храма. Далее все остальные этажи повторяют очертания фундамента. Поэтому вселенные каждого надстраиваемого дня подобны друг другу. Это если смотреть на мир с общей точки зрения.
Однако и с частной точки зрения ситуация аналогичная. Допустим, наши глаза, которыми мы смотрим на мир, сами по себе являются символьной моделью мира. Существует невидимая Вселенная, которая проецирует, создает наш видимый мир. И она устроена в точности, как наши глаза. Но этот вопрос мы отдельно будем рассматривать. Таких примеров можно приводить бесконечно много. Допустим, пальцы наших рук. Каждый перст состоит из 3 частей. Вот, соответственно, каждый перст является символом троического луча света. С одной стороны, это один перст, а с другой стороны, он состоит из 3 частей. Вот таким образом подобия троического света отображены в биологической природе человека. Ну вот, теперь нужно нам подвести итог. Итак, во все времена, по мере развития ума, Святая Церковь собирала образ Бога из фрагментов научно-познавательной деятельности. Поэтому с древних времен монументальные образы на стенах храмов собирали из маленьких кусочков цветной смальты. Данная техника была не только долговечной, но и несла глубочайший смысл, заложенный самим Богом как в само творение, так и в отношении между Творцом и человеком. Собственно, и сейчас, в наши дни, ничего не изменилось. Разве что церковный официоз утратил связь как с самим творением, так и с Богом, и вообще с реальностью. Пастыри теперь никуда не ведут народ Божий, так как они сами находятся в ослепленном состоянии. Однако главную стратегическую задачу, поставленную Богом перед церковью на все времена, несмотря на апостасию, ее сейчас никто не отменял. И сейчас, в наши дни, просто так ничего не произойдет. Никакие чаяния и надежды русского народа о царе и о воскресении Святой Руси не сбудутся. Всех этих вещей можно ждать бесконечно долго. Потому что церковь не сдвинется с мертвой точки, пока православный народ не предоставит Богу его собственный образ, соответствующий современному уровню знаний.